Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are beginning a new chapter of the 10th canto, chapter 3, titled The Birth of Lord Krishna. We're going to read from texts 1 to 5. Сегодня мы начинаем читать новую главу 10-й песни, главу 3, которая называется «Рождение Господа Кришны». Мы будем читать тексты с 1 по 5. I think the text 5 is on the board. Okay. So I'll just read until text 4 and then we'll read text 5 from the board. Mahi Mangala Bhujishta Puragrama Vrajakara Nadhya Prasanna Salila Rida Jalaruha Shriyaha Dvijali Kula Sannada Stavaka Vanarajyaha Pavavayu Sukha Sparshaha Punya Gandhavaha Suchihi Agnayascha Dvijatinam Shantas Tatra Samindata. Okay, today we'll go to text 5. Manamsi asan prasannani Sadhunam asuradruham Jayamane jane tasmin Nedur dundubhyah samam. Manamsi asan prasannani Sadhunam asuradruham
Jayamane jane tasmin nedur dundubhya samam manamsi asan prasannani sadhunam asuradruham Jayamane jane tasmin nedurdundubhyah samam manamsi asan prasannani sadhunam asuradruham Jayamane jane tasmin nedurdundubhyah samam Манамси. Умы браманов Асан. были Прасаннани. полностью удовлетворены и свободны от тревог. Садхунам. Браманов, каждый из которых был вайшнавом. Асурадрухам. Тех, кого притесняли камсы и другие демоны, мешая совершать религиозные обряды. Jayamane. Благодаря явлению, рождению Ajane. Господа Вишну, который никогда не рождается. Tasmin. При этом в такой атмосфере Nedhu. зазвучали Dundubhyaha. литавры Samam. одновременно с высших планет. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, во Вселенной воцарилась благость, красота и мир. На небо взошло созвездие Рахини, а такие звезды, как Ашвини, Солнце и Луна, и другие звезды и планеты были исполнены покоя. Все вокруг дышало умиротворением, в безоблачном небе мерцали прекрасные звезды. Украшенная городами, деревнями, копями и пастбищами, земля, казалось, готова была всех одарить счастьем. Воды рек были кристально чистыми, а большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивы. Деревья и кусты, усыпанные цветами и покрытые богатой зеленой листвой, радовали глаз. На них в угоду богам заливались пением кукушки и другие птицы, а вокруг жужжали рои пчел. Чистый ветерок, наполненный ароматом цветов, ласкал кожу, и когда браманы, совершавшие обряды, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, неколебаемое ветром. Поэтому в тот миг, когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, Верховная Личность Бога, святые мудрецы и браманы, которых постоянно преследовали демоны вроде Камсы и его приспешников, ощутили в своих сердцах покой. Одновременно с этим с высших планет донеслись звуки литавр. Комментарий. В Бхагавадгите Господь говорит, что Его приход, появление на свет и деяния трансцендентны, и что тот, кто по-настоящему постиг их, сразу становится достойным войти в духовный мир. Явление Господа отличается от рождения обыкновенного человека, вынужденного получать материальное тело в соответствии со своими прошлыми поступками. Как объяснялось в предыдущей главе, Господь приходит в этот мир по своей воле и ради собственного удовольствия. Когда настал подходящий момент для явления Господа, все созвездия заняли самое благоприятное положение. Преобладающим было астрологическое влияние созвездия Рахини, которое считается очень благоприятным. Созвездие Рахини находится под непосредственным надзором Брахмы, родившегося от Вишну, и оно восходит на небе при рождении Господа Вишну, который на самом деле никогда не рождается. Согласно астрологической науке, важно, чтобы не только звезды, но и планеты были расположены надлежащим образом, поскольку существуют благоприятные и неблагоприятные моменты, связанные с расположением различных планетных систем. Во время рождения Кришны все планетные системы сами собой заняли благоприятное положение. К этому моменту на всех направлениях на востоке, на западе, на юге и на севере воцарился мир и процветание. На небе взошли благоприятные звезды, в городах, деревнях, на пастбищах
И в умах всех живых существ появились счастливые знаки. Реки стали полноводными, а на озерах зацвели лотосы. В лесах летали красивые птицы и расхаживали павлины. Все эти птицы запели мелодичными голосами, а павлины стали танцевать со своими супругами. Лаская кожу, дул легкий ветерок, наполненный благоуханием лесных цветов. Брахманы, привыкшие совершать огненные жертвоприношения, с большим удовольствием стали делать это у себя дома. Из-за того, что нормальное течение жизни было нарушено демоническими царями, в домах браманов почти перестали возжигать жертвенный огонь. Но теперь у браманов появилась возможность спокойно развести жертвенный огонь. Поскольку браманы запрещалось совершать жертвоприношения, их ум, интеллект и желание действовать были подавлены. Но перед тем, как явился Кришна, браманы услышали в небе громкие трансцендентные звуки, возвышавшие явление Верховной Личности Бога, и их умы исполнилось радостью. По случаю рождения Господа Кришны во всей Вселенной произошла смена времен года. Кришна родился в сентябре, но казалось, что на дворе весна. Было очень прохладно, хотя и не зябко, а реки и другие водоемы выглядели так, словно наступил сезон шарат, то есть осень. Обычно лотосы и лилии цветут днем, но хотя Кришна явился в полночь, все лотосы и лилии распустились, и ветер был наполнен их ароматом. Из-за камса ведические обряды почти прекратились. Брахманы и святые люди были слишком обеспокоены, чтобы совершать эти обряды. Но теперь брахманы стали очень довольны и потому смогли спокойно выполнять ежедневные ритуалы. Асуры всегда доставляют беспокойство сурам, преданным и брахманам. Однако во время прихода на землю Кришны преданные брахманы ощутили полное умиротворение. Перевод стиха снова. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, во Вселенной воцарилась благость, красота и мир. На небе взошло созвездие Рахини, а такие звезды, как Ашвини, Солнце, Луна и другие звезды и планеты были исполнены покоя. Все вокруг дышало умиротворением. В безоблачном небе мерцали прекрасные звезды. Украшенная городами, деревнями, копями и пастбищами, земля, казалось, была готова всех одарить счастьем. Воды их были кристально чистыми, а большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивые. Деревья и кусты, осыпанными цветами и покрытые богатой зеленой листвой, радовали глаз. На них в угоду богам завывали с пением кукушки и другие птицы, а вокруг жужжали рои пчел. Чистый ветер, наполненный ароматом цветов, ласкал кожу, а когда брахманы, совершавшие обряды, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, неколебаемо ветром. Поэтому в тот миг, когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, Верховная Личность Бога, святые мудрецы и брахманы, которых постоянно преследовали демоны вроде Камсы и их приспешников, ощутили в своих сердцах покой. Одновременно с этим с высших планет донесли звуки литавр. Omagyanatimirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadagamam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Gopi Paranadana Daseti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurudintarinam Yat Kripatamaham Bande Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Katanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Syat Shri Chaitanyam Namamitam. So here,
the Lord who is unborn, the Ajane, is being born. И вот здесь Господь, который не рожденный Ачинья, Он рождается. Like that, the Lord is full of materially inconceivable contradictions. И вот так Господь, Он полон этих материальных противоречий. For example, Krishna is Mukunda, Например, для примера, Кришна, Он Мукунда, the one who gives liberation. тот, который дает освобождение. But when Mother Yashoda is trying to catch him and tie him to the wooden mortar, Но когда мать Ишода попыталась поймать его и связать веревками, he gets bound. его связали. So the giver of liberation himself gets bound. И вот тот, который дает освобождение, был связан. So it is said that one who takes shelter of the lotus feet of Krishna has nothing to fear and there will not be any defeat. Говорится, что тот, кто принимает прибежище лотосных стоп Кришны, у него нет никаких страхов, и он не может быть побежден. It is explained in the Bhagavad Gita, wherever there is Krishna, wherever there is Arjuna, wherever there is Hanuman, there can never be any, there will always be victory. Говорится, что там, где присутствует Кришна, где присутствует Арджуна и Хануман, всегда будет победа. Yet Krishna is known as Ranachor, one who ran away from the battlefield. Но между тем Кришну называют тот, кто убежал с поля битвы. So like that, Krishna's pastimes, there are so many contradictions. Таким образом, в играх Кришны очень много противоречий. That is the Supreme Lord, И вот это и есть Верховный Господь. in whom all these contradictions can exist, Тот, в котором все эти противоречия могут существовать, because he is absolute. поскольку Он является Абсолютом. In an ordinary living entity or even an extraordinary living entity, these kind of contradictions cannot exist. И вот в обычном живом существе, даже в необычном живом существе, все эти противоречия вместе существовать не могут. That is why it said the Supreme Lord is one without a second. Поэтому говорится, что Верховный Господь, Он единственный, и второй копии нет. He is unique. Он уникален. And it is explained that even if we travel at the speed of mind for millions and billions of years, И говорится, что если мы будем путешествовать со скоростью ума в течение миллионов, миллиардов лет, we cannot understand even a fraction of the Supreme Personality of Godhead. мы не сможем понять даже одну небольшую частичку Верховной Личности Бога. Even Lord Ananta, who has been describing the glories of the Lord, Даже Господь Ананда, который описывает великолепие Господа, is still glorifying. He has not been able to reach the end of the glorification of the Supreme Lord. Он до сих пор продолжает прославлять Его, поскольку Он не достиг конца. So if you see the kind of things that Krishna does, Если мы посмотрим на те вещи, которые Кришна сделал, when Varaha appeared, he was so small. Вараха, он явился очень маленьким. Suddenly he became so huge that he could lift the whole earth. Но неожиданно он стал таким огромным, что он смог поднять землю. So every pastime of the Supreme Lord, whether it's as Krishna or any other incarnation, И в любой игре Господа, либо это сам Господь непосредственно, либо это одна из Его инкарнаций, are all humanly or even superhumans cannot do these kind of things. любой человек, даже сверхчеловек, он не может делать эти вещи. So here we see that how when the Supreme Lord is appearing, И вот здесь мы видим, как Верховный Господь является. Chayeva yasya bhubanani bibarti durga, it says in the Brahma Samhita, that the material nature works just like a shadow. В Брахма-самхите говорится, что материальная энергия работает подобно тени. So, just like a shadow means, what is the function of a shadow? И какова функция тени? It moves exactly according to the desire of the object. Она действует в соответствии с желанием объекта. Suppose I'm moving my hand. Предположим, я двигаю своей рукой, The shadow will move in accordance with the movement of my hand. и тень будет двигаться в соответствии с движениями руки. So the material nature is considered like the chayeva yasya bhubanani bibarti durga. It moves in accordance with the Supreme Lord's will. И вот материальную энергию называют чая, то есть она действует в соответствии с желанием Верховного Господа.
So it is not unusual that when the Supreme Lord is appearing, Это не что-то необычное, что Верховный Господь является. although now we know it is going to be, we are heading towards Janmashtami, the weather is not so pleasant. Хотя, например, мы знаем, что скоро будет Джанмаштами, и мы заметили, что погода не очень хорошая. But when Krishna appeared, the weather suddenly became pleasant. Но когда Кришна явился, погода сразу стала очень приятная. And Prabhupada says it's explained that the breeze was not chilly, it was very pleasant. Прабхупада пишет в комментарии, что ветерок, он был не холодным, он был приятным. The rivers were full of flowing water, Реки наполнились водой, lakes were beautifully decorated, озера были прекрасно украшены. and in night the lotuses and lilies don't bloom, Обычно ночью лилии и лотосы, они не открываются, but they began to bloom. но они начали цвести. So every activity of material nature Каждая деятельность материальной природы was aligned with the Supreme Personality of Godhead's appearance. являлась и помогала явлению Верховной Личности Бога. So even the Brahmanas who were otherwise harassed by King Kamsa, Даже браманы, которых обычно преследовали Камса, even they lost their fear даже они потеряли свой страх, because they could see everything is so favorably aligned, поскольку они заметили, что все стало очень благоприятным. and they began to light their sacrificial fires. И они зажгли свои жертвенные огни. So this is the nature of the Supreme Lord's appearance, И вот такова природа явления Верховной Личности Бога. that everything changes. Whatever is inauspicious suddenly becomes auspicious. Все меняется, все, что было неблагоприятным, сразу же становится благоприятным. And our acharyas have explained that not just in the material world, И наши ачарьи объясняют, что не только материальный мир, even in the spiritual world, даже духовный мир, Yogamaya also acts according to the desire of the Supreme Lord. Йога-майя, она всегда действует в соответствии с желаниями Верховного Господа. Sometimes we wonder when we go to Vrindavan. Иногда мы можем обеспокоиться, когда мы отправляемся во Вриндаван. The places are so far apart. Все места, которые там расположены очень далеко друг от друга. How did Krishna go to different places in one single day? Как Кришна мог посещать все эти места в течение одного дня? So it is explained by our acharyas that the spiritual world is like a lotus И ачарьи объясняют, что духовный мир, он подобен лотосу, and with different petals. с различными лепестками. And when Krishna wants to go from one place to another place, И когда Кришна хочет добраться из одного места в другое, it is like the petals they bend. лепестки, они сгибаются. So even in the spiritual world, everything acts in accordance with the desire of the Supreme Lord. И в духовном мире все действует в соответствии с желанием Верховного Господа. Where everything is very easy for the Supreme Lord. Поэтому все становится очень простым для Верховного Господа. Of course, sometimes he does some things which may appear difficult for him also. И иногда он совершает что-то, что может казаться сложным для него также. But that's just part of his pastimes. Но это всего лишь часть его игр. Yeah. For example, when he was in the Kurukshetra battle, К примеру, когда он был на битве Курукшетра, before the battle, перед битвой, he was trying to go and try to make peace and all these things. он пытался договориться о мире и все эти вещи. So it appeared like even Krishna was struggling somehow or the other to prevent the war. И казалось бы, что даже Кришне очень сложно, он пытался остановить эту войну. So whenever we see these things, it is just a pastime of the Lord. И когда мы видим эти вещи, мы должны понимать, что это всего лишь игры Господа. It is certain pleasure that he derives from these pastimes. И он получает удовольствие от этих игр. Otherwise, there is nothing. The Supreme Lord is called Satya Sankalpa. Just by his desire, things happen. Верховного Господа называют Сатья Санкалпа. Все по его желанию может исполняться. He needs to make no effort, just by his desire. That's it. Ему не нужно прикладывать усилия, он может просто подумать. For us, we have to have desire, we have to have effort. It's a whole combination of things. Но для нас вначале должно возникнуть желание, потом мы должны прикладывать усилия, чтобы этого достичь. Our credit, so many factors are involved. Очень много, что включается в то, чтобы мы достигли этого. But the Supreme Lord, just by desiring, things happen. Но по желанию Господа просто Он захотел, и это происходит. So, sometimes we may find the descriptions of things like that difficult to understand. Иногда мы можем заметить, что эти описания очень сложно понять. How is it possible weather can change? Как это возможно? Погода изменилась. It goes against the laws of nature. Все это пошло против законов природы. And how is it that Indra came in an elephant and offered flowers
to Krishna, did various things when, when Krishna was displeased with Indra. Например, как получилось в тот момент в той игре, когда Кришна был недоволен Индра, то его слон, он предложил ему лотос. If you talk to scientists about elephant flying through the sky, Например, поговорите с учеными и расскажите о нем, что есть слоны, которые летают по небу. they'll think that we are completely crazy. Они подумают, что вы просто сошли с ума. What to speak of elephants flying through the sky if we say that the earthquakes are caused because the Bhumandala is held by 4 elephants on the 4 edges, and when they shake, the earthquakes happen. Например, что говорит о летающем слоне? Например, если мы скажем, что Землю поддерживают слоны, и когда они устают и начинают дрожать, то случается землетрясение. Then they're going to think that we're completely crazy. Они подумают, что мы полностью сошли с ума. Anyway, so the point is that there are so many things which are inconceivable to the human mind. Но идея в том, что существует очень много вещей, которых человеческий ум не может понять. Yet it happens. Но все равно это происходит. So how do we believe these things? И как мы можем поверить в эти вещи? So normally we can believe these things if we experience these things ourselves. Иногда мы можем поверить во что-то, если мы сами получили такой опыт. Of course, Prabhupada says we should have theoretical faith at least when we read these pastimes. Но Шрила Прабхупада говорил, что у нас, по крайней мере, должна быть вера, когда мы читаем эти игры. But we can also realize some of these things from our own experience. Но мы можем понять многие вещи через наш собственный опыт. Today, if you look at it, in the world, the most difficult disease to handle is cancer. Сегодня мы можем заметить, что в мире самая сложная болезнь, которую возможно победить, это канцер. And Ой, это рак, простите. pardon? Okay. It is cancer. So that's why there's a lot of attraction for alternate cures for cancer, because they know that it does not really have a cure, except when it's detected in the early stages. But in the later stages, there's no cure. That's why people are looking around. Oh, where is the cure? Is there some cure? Is there some cure? Some alternative cure? Поэтому так очень популярно вот это альтернативное лечение, поскольку на самом деле известно, что рак его невозможно вылечить, за исключением, если вы его опознаете на ранних стадиях. And so even for an ordinary material disease, there is so much of people are trying to see if things can be different than what the scientists are saying. И даже если для этой обычной материальной болезни люди пытаются найти какую-то альтернативу за исключением того, что предлагают ученые, And some people actually claim that they have been cured by alternative cures. и некоторые люди даже утверждают, что на самом деле они были способны излечиться, используя альтернативное лечение. We don't doubt it. It may be true, may not be true. Нас это не беспокоит, мы принимаем, что да, возможно, это истина. At least as devotees, we know that these things are possible. И как преданные мы знаем, что такие вещи, они возможны. Why do we think it's possible? И почему мы думаем, что это возможно? I'm sure that without us having some kind of experience, Потому что у нас был какой-то опыт. it's very difficult to believe something like that. Поскольку в противном случае очень сложно во что-то поверить. And what is the kind of experience that we have? И какой это опыт, который мы получили? The most dangerous disease in this material world Наиболее опасное заболевание этого материального мира is not cancer. – это не рак. The Shastra says it's called Bhavaroga, Шастры называют ее Бхаварога. which means the fact that you have a body itself is the big disease. Тот сам факт, что у нас есть это тело, говорит о том, что мы больны. Body means both the gross body and the subtle body. Тело включает в себя не только грубое тело, но еще и тонкое тело. So that itself is a very big disease. И это само по себе уже очень большое заболевание. And we have been having this disease for millions and billions of lifetimes from time immemorial. И у нас это заболевание в течение миллионов и миллиардов рождений с незапамятных времен. And we all know what a difficult disease it is. И все мы знаем, насколько это сложное заболевание. Because with this body and mind, Поскольку с этим телом и умом we have experienced the 3 kinds of miseries. мы всегда испытываем 3 типа страданий. Adhyatmik, Адхиатмика, Adidevika, Адхидевика and Adibhautika miseries. и Адхибаутика. I'm sure that there is nobody in this room who has not experienced miseries. И я уверен, что никто в этой комнате не проходил, все в этой комнате проходили через эти опыты. And it's difficult. И это очень сложно. And what does Krishna consciousness do? И что же делает сознание Кришны? Krishna consciousness is the only thing Сознание Кришны — это единственное, that we have experienced in our life что мы ощущаем в своей жизни, which can handle these kind of
miseries. что может разрешить эти страдания. Just like a disease, Это подобно болезни, cancer. например, рак. People struggle with the pain of the disease. Люди страдают от боли этого заболевания, They're not able to have a proper solution for that pain. и у них нет выхода, и они не знают, как избавиться от этой боли. So they have to take some intoxicant like opium or something like that, which is injected into the body to handle the pain. И поэтому они принимают обезболивающие, сильные обезболивающие, которые вводят в их тело. But it is only for a short duration, again it comes back. Но это лишь на короткое время, после небольшого истечения времени боль возвращается. And the pain keeps increasing. И боль постоянно увеличивается. But we have experienced by the process of Krishna consciousness, Но у нас есть личный опыт, что через процесс сознания Кришны, what used to once be a great struggle что для нас до этого было великим беспокойством, has decreased. уменьшилось. So this is our test, И вот это наша проверка, that by the process of Krishna consciousness, что через процесс сознания Кришны we have not only experienced happiness, мы не только испытываем счастье, but we also experience the decrease of misery. мы также испытываем уменьшение страданий. Misery is one thing. Misery is one thing. One of Страдание — это всего лишь одна вещь. We've also experienced У нас есть также другой опыт, that we have had so many bad habits, что у нас очень много плохих привычек, but by the process of Krishna consciousness, но через процесс сознания Кришны our bad habits are decreasing наши плохие привычки уходят effortlessly, без каких-либо усилий. without great struggle. Мы не стараемся для этого сильно. It is happening by our desire and our practice. That's it. Это просто случается благодаря нашему желанию и нашей практике. Today in the world there is a huge market for self-help books. Сегодня в мире вы можете заметить, что выпускают очень много книг, которые необходимы вам для вашей помощи. People make billions and millions. I don't know, millions or billions of money in this industry. И люди зарабатывают миллиарды денег в этой индустрии. Because everybody is looking for a solution for happiness and to remove the distresses. Поскольку все хотят найти выход, как же стать счастливым и избавиться от страданий. But we have the best solution, the Shrimad Bhagavatam. Но у нас есть этот выход, у нас есть Шримад Бхагаватам. And those of us who have tried to follow the Shrimad Bhagavatam very seriously И те, кто из нас следует Шримад Бхагаватам серьезно, know that the happiness of Krishna consciousness они знают, что счастье сознания Кришны and the effect of the practice of Krishna consciousness и эффект, который приносит практика сознания Кришны, completely defies ordinary common sense. обычно невозможно понять с материальными чувствами. When Prabhupada, God brothers went to the west, Когда духовные братья Шрилы Прабхупады отправились на запад, to London, в Лондон, they met some very highly established people there. они встретились с людьми, занимающими высокое положение. And when they told them about the 4 regulative principles, И когда они сказали им о 4 регулирующих принципах, they said it's completely impossible. они им ответили, что этим принципам невозможно следовать. Yet, many years later, Но все равно через несколько лет it were 3 young couples встретили три молодые семьи, who had barely started practicing Krishna consciousness, которые начали практиковать сознание Кришны. who established Krishna consciousness in London. И они установили сознание Кришны в Лондоне. That is a miracle. И вот это необычная вещь. How 3 young people are just practicing Krishna consciousness, 3 young couples are just practicing Krishna consciousness, Как эти 3 молодые семьи, которые только начали практиковать сознание Кришны, could establish Krishna consciousness могли установить сознание Кришны in London. в Лондоне. And that too, that country which took pride in being the conqueror of the whole world, В той стране, которая гордится тем, что она покорила весь мир. that very country began to accept Krishna consciousness. Именно эта страна начала принимать сознание Кришны. So like this, we can see that Prabhupada would say, before my disciples took to Krishna consciousness, Шрила Прабхупада говорил, что до того, как мои ученики приняли сознание Кришны, their history was all dark. вся их история была очень темной. But now they are dancing like jubilant peacocks. Но сейчас они танцуют подобно счастливым павлинам, And their faces are all very effulgent, he would say. и их лица, они сияют. So if you see, each of us, if we look back into our lives,
Каждый из нас, если он обернется и посмотрит на свою жизнь, if you look by the standard of the scriptures, если вы посмотрите через Писание, as Prabhupada explains in the Bhagavad Gita, we were all Naradhamas. 99.9% of people in this world are Naradhamas. Шрила Прабхупада говорил, что 99,9% это население этой планеты — это нарадамы. And what is Prabhupada's project? И какой же проект Шрилы Прабхупады? To turn the Naradamas into Narottamas. Всех этих нарадамас обернуть в народтамас. And even we И даже мы, have hope у нас есть that надежда, one day что однажды we can become Narottamas. мы сможем стать наратамами. Where did that hope come from? И откуда пришла эта надежда? The hope came from the Bhagavatam. Эта надежда приходит к нам из Бхагаватам. It came from Prabhupada's purports. Она приходит к нам из комментариев Шрилы And it Прабхупады. came from our practice. И она также приходит к нам из нашей собственной практики. And what could be a greater miracle for us to believe И какая же это великая необычность, в которую мы можем поверить? than our own experiences? Это наш собственный опыт. Therefore, Именно поэтому, when we read the pastimes of Krishna, когда мы читаем о играх Кришны, these are very simple things. Some material nature is being modified. очень простые вещи. Материальная природа изменилась. It is more difficult to modify living conditioned souls. На самом деле наиболее сложно изменить это живое существо. Just like you may have a stone, Как, например, у нас есть камень. a sculptor can very nicely sculpt it. Скульптор, он может отточить этот камень и сделать прекрасную скульптуру. But we are not stones. Но мы не камни, We are living beings. мы живые существа. And we protest so much about so many things. И мы постоянно выступаем против большого количества вещей. Yet we can see that Krishna has sent his pure devotee. Но мы видим, что Кришна, он посылает своего чистого преданного. And Prabhupada has been able to transform us. И Шрила Прабхупада, он может изменить нас. What could be a greater miracle? И это величайшая необычность. So if we believe in this miracle, И если мы верим в это, what is so difficult to believe about the transcendental pastimes of Krishna? почему так сложно поверить в трансцендентные игры Кришны? At least we know if something like this can happen, По крайней мере, мы знаем, что что-то подобное может произойти, the Lord can do anything. поскольку Господь может сделать все, что угодно. So here we see such a wonderful description. И здесь мы видим очень прекрасное описание. And what is the beauty of this description? И в чем же красота этого So many описания? people from across the world, from across India in the past, Что такое большое количество людей в Индии в прошлом? have read these kind of things. Они читали эти вещи. But how many people have been able to actually relish these things? Но какое количество людей по достоинству действительно наслаждалось этим описанием? We are hitting here in the Bhagavatam class and relishing these things. Но мы читаем Бхагаватам и наслаждаемся им. How is that possible? Как это возможно? Krishna has been made attractive by the mercy of his pure devotees. Кришна, он стал привлекательным по милости своего чистого преданного. That's another miracle we can see actually. Это еще также одна из необычных вещей, с которыми мы можем столкнуться. Why is it that the same Krishna's pastimes, Почему же те же самые игры Кришны, described by someone else, которые описывает кто-то другой, is not as attractive не настолько привлекательные, as Krishna's pastimes described by a pure devotee like Prabhupada? как игры, которые описал чистый преданный Господа, подобный Прабхупаде? There is so many pious Hindus in India. Такое большое количество людей, благочестивых людей в Индии. How many of them relish the Bhagavatam like we do? Какое количество из них наслаждается Бхагаватам так же, как мы? Who has made Krishna attractive? Кто сделал Кришну привлекательным? It's Prabhupada who has made Krishna attractive. Привлекательным его сделал Шрила Прабхупад. Isn't this a miracle? Это что-то очень необычное. At least for me it is, because before I took to Krishna consciousness, I had read Krishna's pastime. По крайней мере, для меня это очень необычно, потому что до того, как я присоединился к преданным, я читала о играх Кришны. No attraction. У меня не было привлечения. But when you read Prabhupada's descriptions of Krishna, Но когда вы читаете комментарии Прабхупады и его описания, so much attraction. так много привлечения. So if you look at it from a scientific perspective, И если вы посмотрите с точки зрения науки, same description. те же самые описания, What is different here than here? чем же они отличаются? It is the Bhakti Shakti, И они отличаются бхакти-шакти, which is transforming the heart. то, что трансформирует наше сердце. So, like this, we have to see the different things that we are experiencing. И таким образом мы должны видеть это различие в нашем собственном опыте. At least like that, we can place some theoretical faith in these pastimes. Подобно, по крайней мере, через это мы можем поместить веру в эти And игры. gradually, we'll come to a point И постепенно мы достигнем цели. that Prabhupada says, we will see Krishna
in every page of the Bhagavatam. Шрила Прабхупада говорил, что мы будем видеть Кришну на каждой странице Бхагаватам. That is the goal of reading the Bhagavatam. И это и есть цель прочтения Бхагаватам. That we relish Bhagavatam while reading, Мы будем наслаждаться Бхагаватам, когда читаем его. and when we come to the stage where we see Krishna in every page of the Bhagavatam. И мы достигнем уровня, где мы будем видеть Кришну на каждой странице Бхагаватам. So I think I'll stop there if there are any comments or questions. Я здесь остановлюсь, если какие-либо комментарии или вопросы. There's a lot of people that have been around Krishna consciousness their whole life in this neighborhood. Очень много людей, которые были здесь в сознании Кришны, которые рядом живут. They grew up here in the land of Mahaprabhu. They certainly have heard about Lord Chaitanya, about chanting Hare Krishna, about the Bhagavatam, about Которые жили здесь, на этой земле, не только жили, они родились, они слышали о Шри Чайтанья Махапрабху, они слышали Бхагаватам. They know all the different incarnations of Krishna, the expansions of Vishnu. They see dioramas, they see temples their whole life. То есть они слышали о всех инкарнациях, они видели все здесь в храме все диорамы. But the only thing they see in ISKCON, the only appreciation they have is just some chance to make money. Но мы можем заметить, что они хотят получить от ISKCON. Единственное благо, которое они видят, это что они могут на нас заработать. And they'd rather have a lifestyle of eating fishes and smoking beedies and actually avoiding Krishna consciousness, even though it's been around them. They live, they're Dham Vasis, it's been around them their whole life. И они продолжают свой стиль жизни, то есть они едят рыбу, курят, несмотря на то, что они сталкивались с сознанием Кришны всю свою жизнь. Why doesn't it rub off on them or penetrate into their lifestyle? Почему же они не изменяют свой образ жизни? It's a very good question. Это очень хороший вопрос. Prabhupada explained that we do Nagar Sankirtan on the streets Шрила Прабхупада говорил, что мы должны проводить Нага Санкиртана на улицах, because by that process of Nagar Sankirtan, they get purified. поскольку через этот процесс Нага Санкиртана эти люди очищаются. Whether they want it or not want it, they get to hear the holy names. Хотят они этого или нет, они получают Святое Имя. Like this, all these people, whether they want it or not, they're coming in touch with Krishna consciousness. И все эти люди, хотят они того или нет, они приходят в соприкосновение с сознанием Кришны. So they're getting purified. И они очищаются. But Но one can take to Krishna consciousness для того, чтобы принять сознание Кришны, only if one wants it. нужно этого захотеть. Otherwise, we may be purified, yes. В противном случае, да, мы очищаемся. It's a very, I mean, the purification is there, but even if the purification is there, but unless one has the desire, И несмотря на то, что есть это очищение, но до тех пор, пока не появится желание, it cannot happen. этого не произойдет. Of course, that desire normally comes Конечно, это желание, оно приходит, either by one's own sincerity когда кто-то искренен, or by the association of advanced souls. или когда мы получаем общение возвышенной души. Of course, even if one is sincere, still one should get by Krishna's mercy the association of advanced souls. То есть, конечно, даже когда мы искренне, мы все равно должны получить милость Кришны до того, как мы встретимся с возвышенной душой. But sometimes, even if one is not sincere or whatever, by costless mercy, the great souls may give association to someone. Но иногда даже неискреннему человеку, у которого нет желания, по величайшей милости он может получить общение возвышенной души. And if they take advantage of that association, И если они воспользуются этим общением, they develop that desire. они разовьют это желание. At least as long as they are not offensive. До тех пор, пока они не начнут совершать оскорбления. So that's the point, that either through one's own sincerity one gets the association of the great souls, И вот этот момент, либо благодаря своей искренности мы получаем возможность общения с возвышенной душой, meaning Krishna arranges for the great souls to give mercy, либо Кришна устраивает таким образом, что мы получаем общение с этой личностью. or one may not even be sincere, Но даже если мы не искренне, but still Krishna arranges for great souls. I mean, still the great souls, not Krishna arranges, still the great souls give their mercy. It's called costless mercy. There is no cost. но даже если у нас нет этого желания, то великая личность, она может дать нам эту милость. Это называется беспричинная милость. And Prabhupada explains everything begins with submissiveness.
И Шрила Прабхупада говорит, что все начинается с того момента, когда мы подчиняем себя. So either by one sincerity, Krishna puts us in touch with the pure devotees, Либо благодаря нашему желанию Кришна и нашей искренности Кришна помещает нас, дает нам возможность общаться с чистой личностью. or one gets in contact with the pure devotees through costless mercy. Либо кто-то приходит в соприкосновение с чистым преданным по беспричинной милости. In either of the two cases, В любом из этих случаев unless one is submissive, мы должны занять подчиненное положение. receptive, Принимать. one will not be able to get the mercy of the pure devotee. В противном случае мы не сможем получить милость чистого преданного. One will not be able to take the advantage of that association. Мы не сможем тогда воспользоваться всем тем, что дает это общение. So they have to have that quality of being receptive. Именно поэтому необходимо это качество, возможность получать, принимать. Willingness is different thing. They may do different things. Willingness is Желание, different. Willingness is something else. вера — это что-то другое. Lot of people do lot of things. Большое количество людей занимается разными вещами. But that receptivity, that I want to receive something from this person, which will be beneficial for my life. Но вот эта способность принимать, что я буду принимать это от той личности, и это очень благоприятно для меня, That is needed. вот это необходимо. Otherwise, people do so many things willingly, so many things they do. В противном случае люди занимаются большим количеством разных вещей. But if one has to actually transform one's heart, Но необходимо трансформировать свое сердце. one has to, one has to begin that serious process of transformation. Нужно начать вот этот процесс серьезно. Then one has to become receptive to the words of the great devotees. Необходимо стать тем, кто способен принимать слова чистого преданного. Is it okay? Yeah, sure. 5000 лет назад, когда Кришна приходил на эту планету, люди, кто его видел, видели его в соответствии как бы со своим положением. 5,000 years ago, when Krishna appeared on that planet, the people see him different, depends on his position, on their position. Yes. Dhruva Махарадж молился Богу с материальными желаниями, но когда он увидел Бога, то он очистился настолько, что все его мнение как бы поменялось. And Dhruva Maharaj, he prayed to the Lord with material desires, but when he got the darshan of the Lord, his heart completely changed. А вот преданные, какая реакция у них? Вот мы в соответствии с своим положением, или преданный очищается от всех вот этих своих предрассудков, да, и очищается одним словом, и потому что неинтересно увидеть Кришну в соответствии с своим положением. Положение-то у нас не очень завидное. Да. It's not very clear for me, but Что происходит с what about преданным? devotees? How they will, purify, how they'll see the Lord from their position, or when they see the Lord, they'll completely Yeah, because change. he's saying that even somebody like Dhruva Maharaj who had material desires Yes, got purified. yes. Okay. The point with Dhruva Maharaj, one thing that we have to really remember in that pastime is, Bhagavatam says, Akama, Sarvakama, Mokshakama. Whether you're Akama, free of desires, you're full of desires, Sarvakama, or whether you're Mokshakama, you desire only liberation. Either of these three cases. То есть в Бхагаватам говорится, что полны ли вы желания, свободны ли вы от желаний, либо вы хотите освобождения, You have to practice Tivrena Bhakti Yogena. вы должны практиковать Tivrena Bhakti Yogena. Тиврена Бхакти Йогина. So what did Dhruva Maharaj do? И что делал Dhruva Maharaj? He followed the instruction of his guru 100%. Он следовал наставлениям своего духовного учителя на 100%. So even if he had a material desire, Несмотря на то, что у него были материальные желания, he followed a pure devotee like Narada Muni 100%. он следовал наставлениям чистого преданного, такого как Нарада, на 100%. Therefore the Lord appeared, Именно поэтому Господь явился, because he has followed the instruction of a pure devotee. поскольку он следовал наставлениям чистого преданного. So
because of his attitude of following the instruction of a pure devotee 100%. Поскольку у него было это умонастроение следовать наставлениям на все 100%, So when the Lord appeared, именно поэтому Господь явился, because he had the desire to follow that pure devotee, поскольку у Друвы было желание следовать за чистым преданным. it is natural to know the Supreme Lord has appeared. Именно поэтому Верховный Господь явился. What more do I need? Когда Господь явится, что мне нужно? Because he had the attitude of following. Именно поскольку у него было вот это умонастроение следования. Whereas when Krishna appeared, even in the battlefield of Kurukshetra, Но, например, в том случае, когда Кришна явился на поле битвы Курукшетра, people who do not have a proper attitude, у людей не было правильного they умонастроения. do not recognize him as a Supreme Lord. Они даже не признавали его Верховным Господом. But because of Dhruva Maharaj's proper attitude in following Narada Muni, Но поскольку у Друвы Махараджа было правильное умонастроение, и он следовал за Нарадой, he was able to understand the glories of the Lord. он именно благодаря этому он смог понять величие и славу He was Господа. able to recognize, understand the moment the Supreme Lord appeared in front of him. В тот момент, когда Господь явился, он смог узнать его и оценить. Therefore, in the preface to the Nectar of Instruction, Prabhupada says, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. Именно поэтому в «Нектаре наставления» Шрила Прабхупада говорит, что успех нашего продвижения в сознании Кришны зависит от настроения. So our attitude should be Guru Mukha Padma Vakya Chittete Koriyana Aikya, which means whatever Prabhupada has said, that is what we follow. We will follow only that. We will follow. И наше настроение должно быть таковым, что бы ни сказал Шрила Прабхупада, исключительно этому и так, как он сказал, мы будем следовать. And we will fully follow. И мы будем полностью, без отклонений следовать. If we have that single-pointed desire, И если у нас есть такое желание, then everything is perfect. все уже совершенно. Then we don't have to worry, oh, we have a material desire, what to do now? И поэтому совершенно не важно, есть вот у нас эти материальные желания, что же нам делать. So whether we have a material desire, whether we are full of whether we have no desires, whether we have desire for liberation, whatever it is, we have to follow his instructions. И есть ли у нас материальное желание, нет ли у нас материальное желание, есть ли у нас желание освобождения, мы должны следовать наставлениям. And because of that attitude of following И благодаря тому, что у нас есть вот это умонастроение последователя, the instructions of a pure devotee, с наставлением чистого преданного, everything will be all right finally. все в конечном итоге будет совершенным. Yes. Turn on the mic. Hare Krishna. My question is related to this question just now Prabhuji asked, and also the answer you gave for Prabhuji, like that when one will be receptive to a pure devotee, that from this person I can learn something which will be beneficial to my life. And you also mentioned that how in the past time of Dhruva Maharaj, because he followed the instruction of Narad Muni, who was a pure devotee, he realized the Supreme Personality of Godhead. So for us, it is obvious that Srila Prabhupada is that person to whom we can completely surrender. So in case of Dhruva Maharaj, I wanted to know that how he was convinced that, okay, this is a person to whom I can completely rely. So is there any guidelines given so that we can understand? То есть для нас очень ясно, мы должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Но в случае Dhruva Махараджа, откуда он знал, что он должен следовать именно за этой личностью? Откуда у него была такая убежденность? Narada Muni is generally known as a great devotee of the Lord. Нарада Муни, он известен как великий преданный Господа. People generally knew about Narada Muni. Люди, они знают об этом, они знают о Нарада Муни. So although it is not separately mentioned like that, why he followed Narada Muni? Хотя здесь отдельно не упоминается о том, почему он последовал за Нарада Муни. Because when he went to the forest, Потому что когда он отправился в лес, his mother had told him that this is where the great sages look for the Supreme Lord. его мать сказала ему, это то место, где великие личности разыскивают Верховного Господа. And when he went to the forest, Narada Muni appeared to him and told him, this is how you do it. И когда он пришел в этот лес, явился Нарада Муни и сказал, вот это то, что ты должен делать. So, I mean, why he followed Narada Muni, I've not read a particular explanation for that. Почему именно он последовал именно за Нарада Муни, я нигде это отдельно не читал. I mean, generally, people knew about Narada Muni. Но Quite famous, very famous. обычно люди, они знали Нарада Муни, это очень известная личность. I don't know if Dhruva Maharaj knew about Narada Muni or not.
Я не знаю точно, знал ли Dhruva Maharaj о Нарада Муни до этого. But anyway, usually Prabhupada repeatedly makes this point. Но так или иначе, Шрила Прабхупада постоянно подчеркивает этот момент. Repeatedly he says it. Постоянно. Somehow if one follows a pure devotee, Если кто-то либо начинает следовать за чистым преданным, then one's life is perfect. тогда жизнь этой личности становится совершенной. So somehow Dhruva Maharaj followed. Но так или иначе, Dhruva Maharaj последовал. Dhruva Махарадж следовал на 100%, и Господь явился наставлением, имеется в виду, Нарады Муни. А если Dhruva Махарадж будет следовать на 99%, явится ли Господь? We mentioned that because Dhruva Maharaj he followed instruction of Narada Muni for 100%, then the Lord appeared. What about if he followed like 99%, not 100? No. The point that I was trying to make was that, see, Prabhupada once said that if you attempt for 100%, Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если вы пытаетесь следовать на 100%, at least you will reach 80%. по крайней мере, у вас получится So 80%. that is the correct attitude. That is the correct attitude. И вот это правильное настроение. That we should attempt for 100, not 99. Мы должны пытаться достичь 100, не 99. So at least we can reach 80. По крайней мере, у нас получится 80. Because Prabhupada said even if you reach 80, Шрила Прабхупада 80 or говорит, да, 70, I think 70. Anyway, he said, but you should aim for 100. то есть Шрила Прабхупада говорит, даже если вы достигнете 70, 80, но вы должны стремиться на все 100. He said, at least if you reach 80 or 70, what he said, I don't remember exactly what he said, but then he said, I'll take you back to Godhead. И он сказал, когда вы будете пытаться достичь на все 100, но у вас получится 70-80, я все равно вас заберу. But he very clearly said, if you don't attempt for 100, you will not even be able to attain that. Но он очень четко сказал, даже если вы будете пытаться на 100, у вас, возможно, не получится. And it is not that if we attempt for 100, we'll only get 70. It's not like that. Это не так, что, хорошо, я пытаюсь на 100, но у меня получается на 70. Prabhupada will be very happy if we can get 100. Шрила Прабхупада был бы очень счастлив, если бы мы смогли достичь все 100. If somehow or the other you fail, then he'll take you back to Godhead. И даже если вы ошибетесь, он заберет вас назад. It's not a Prabhupada saying, okay, 70, 70. It's not like that. Это не так, что Шрила Прабхупада сказал, хорошо, 70 будет достаточно. That coming below 100 should be an exception, not that that should be the norm. Это, если это получается даже не ниже, чем 100, это хорошо принимается, но мы не должны пытаться принизить. We should all make Prabhupada proud by becoming 100%. Мы должны пытаться достичь того, что говорит Шрила Прабхупада, на все 100. He should not have to think, oh, what to do. I mean, he has reached only 70, let me. It's not like that. It should not be like that. It should make him proud. Okay, we've reached 100%. Это не так, что вот мне так сложно, я вот такой, давай пониже. Нет, мы должны пытаться работать на все 100. Because our whole Krishna conscious philosophy is, yasya prasadat bhagavad prasado. Поскольку вся наша философия в сознании Кришны – это «Яся прасада, Бхагава прасада». So we are trying to give the highest pleasure. Мы пытаемся принести величайшее наслаждение. Obviously, the highest pleasure if you can get 100%. И мы всегда получаем это наслаждение, если мы пытаемся на 100%. You're not displeasing him if you reach 80%. Конечно, они не будут неудовлетворены, если у нас получится всего 80. But our goal is not to displease him. Okay, he's be happy also. I'm not saying that he's not happy. Но, конечно, они будут все равно этим счастливы. Не то, что они будут несчастливы. But we are interested in giving the highest pleasure, 100% pleasure. Но мы должны пытаться принести наибольшее удовольствие на все 100%. So that's what we should attempt. That's what we should accomplish also. Это то, к чему мы должны стремиться и прикладывать усилия. У каждого критерий 100% разные, естественно. Но как вот определить для себя, где эти 100%, а где 90%? Okay, of course, everybody have different understanding of the 100, how much is the 100, but 100 is Krishna Prema. 100% это Кришна Према. No, what about us, how we can, Okay, see, when I think, when I analyze this, I don't remember 70 or 80% because Prabhupada said this in one class. After he's coming down from the Vyasasana, he said, if you can become 100% Krishna conscious, all of you can go back to Godhead. То есть, вот про эти 70-80%, то есть однажды после класса Шрила Прабхупада, он уже сходил с Висасана, и когда он сказал, что когда вы будете действовать на 100%, то вы получите сознание Кришны. And then disciples were a little bit shocked what Prabhupada said. И преданные, они были в шоке от того, что они услышали от Шрилы Прабхупады. Then he said, at least 90%. И тогда Шрила Прабхупада сказал, хорошо, по крайней мере, на 90%. Then he said, at least 80%. Потом он сказал, хорошо, на 80%. And finally, I think he stopped at 70 and said, no more. Но потом он остановился и сказал, хорошо, 70, но не ниже. Now, the only
a mathematical thing in Krishna consciousness Но вот по поводу этих математических вещей в сознании Кришны, or a sequence of steps is Shraddha to Prema. то есть наши ступени — это от Шрады до Премы. And if you look at mathematically what 70% in that means, И если мы рассмотрим на эти ступени математически, что это значит 70%? it is somewhere between Rati and Asakti. Rati and Asakti. It is Это somewhere между between Рати Rati and и Asakti. Асати. That's quite a high stage. Это очень высокий уровень. It is well beyond Anartha Nivritti, it's beyond Nishta also. Это выше Ништи. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.